«Представляешь, Нина Павловна не знает, что мы с Аркадием развелись», — сказала Лида. «И сейчас едет сюда». Лида выключила телефон и испуганно посмотрела на подругу. «Да ты что?» — воскликнула Белла. «Вот прямо сюда? В эту квартиру?» «В том-то и дело». Лида нахмурилась. Она в полной уверенности, что я и ее сын до сих пор вместе. Говорит, что по внучкам соскучилась. «А чего ты так испугалась? Она тебе кто? Никто. Вот и не бойся». «Ага, не бойся. Тебе легко говорить. Ты ее не знаешь. Это серьезная женщина. У нее знаешь, какие связи? Подумает, что я нарочно от нее скрывала. Еще и заподозрит что-нибудь. Станет мне мстить. А она что, все это время тебе не звонила, и вы не встречались?» Удивилась Белла. «Да мы в ссоре были. Когда она 2 года назад последний раз приезжала к нам из Питера, мы с ней сильно поругались». «Из-за Аркадия поругались?» «Не только», — ответила Лида. «Там все вместе. Нине Павловне много чего не понравилось у нас. И как мы ее приняли, и как детей воспитываем, и как... В общем, много всего». «Что и?» Она высказалась, я тоже ответила. Слово за слово, вот и поругались. Нина Павловна сказала, что больше знать меня не хочет, и уехала. С тех пор общалась только с Аркадием. А он? А что он? Ему это только на руку. Лишний повод обвинить меня в чем-нибудь. Сказал, что если я не уважаю его маму, то и его не люблю. Поэтому у него и на работе все плохо. И ушел. Неделю ни слуху, ни духу. А затем позвонил, сказал, что у него другая, и нам надо расстаться. Получается, Аркадий не сказал матери, что развелся? Задумчиво произнесла Белла. Получается так. И не сказал, что забрал у тебя половину квартиры, и что теперь ты с 2 детьми, кошкой и собакой живешь в коммуналке? В том-то и дело. Она думает, что у нас все хорошо. Сказала, что у нее в Москве срочное дело, и неделю она поживет у нас. «Где у вас-то?» «Вот здесь», — ответила Лида, оглядывая комнату. В квартиру позвонили. «Это она!» – испуганно сказала Лида. «Что делать? Как я ей все объясню?» «Объяснишь, как есть?» «Она снова меня во всем обвинит, кричать станет. Я боюсь. Может, не открывать?» «Не открывать хуже будет. Тогда она точно что-нибудь заподозрит». В квартиру снова позвонили. «Открывай!» – уверенно сказала Белла. «И не бойся, пусть кричит. Ты ни в чем не виновата. Если что, я рядом». Лида открыла дверь. «Здравствуйте, Нина Павловна», – тихо произнесла она. «А что это ты так долго не открывала?» – грозно спросила Нина Павловна, входя в квартиру и внося с собой 2 чемодана. «Прятала кого?» «Никого я не прятала», – ответила Лида. «С подругой разговаривала». «С какой еще подругой?» В прихожую вышла Белла. «Здравствуйте», — сказала она. «Я Белла, подруга Лиды». Нина Павловна презрительно посмотрела на Беллу. «Аркадий на работе?» — спросила Нина Павловна у Лиды. «Наверное», — ответила Лида. «Что значит «наверное»? Ты не знаешь, где муж, что ли?» Лида растерянно пожала плечами. «А он ей не муж», — с вызовом произнесла Белла. Нина Павловна с интересом посмотрела на Беллу. «В смысле?» – спросила Нина Павловна. «В прямом», – гордо и смело ответила Белла. «Всегда мечтала так сказать своей бывшей свекрови», – думала при этом Белла. «Жаль, что со своей не получилось, так хоть на этой отыграюсь». «Лида и ваш дорогой сыночек развелись год назад», – язвительно продолжила Белла. «А 2-комнатную квартиру, приобретенную ими в браке, пришлось делить, после чего Аркадий свою половину продал. И таким образом Лида с 2 детьми, кошкой и собакой оказалась в коммуналке. Еще вопросы есть?» Нина Павловна посмотрела на Лиду. «Это правда?» «Правда», — ответила Лида. «Развелись прошлой осенью». «Я не про это. Что квартиру у тебя забрал, правда?»
Правда. Так он имел право. Квартира ведь наша общая. Тем более у него сейчас уже другая жена. Другая жена? Переспросила Нина Павловна. Аркадий говорит, что она сейчас ребенка ждет. Просил, чтобы я его не напрягала с алиментами. Обещал, что в будущем все отдаст. У него сейчас с работой проблемы. А ты и поверила, вмешалась в разговор Белла. Наивная. Ничего тебе твой Аркадий не отдаст. И проблемы у него на работе, скорее всего, нет. И никакого ребенка они не ждут. И вообще, она ему не жена, только живут вместе. А насчет ребенка, это они специально придумали, чтобы тебя разжалобить. А почему он мне не сообщил, что развелся? Задумчиво произнесла Нина Павловна. Может быть, расстраивать не хотел? Испуганно предположила Лида. Возможно, и так, задумчиво сказала Нина Павловна. Возможно. В действительности, сообщать матери о разводе Аркадий не стал по другой причине. «Пусть думает, что мы с Лидой до сих пор вместе», – рассуждал он. «Так будет выгоднее для меня. Мама ненавидит Лиду, но любит внучек, а благодаря им поможет мне купить квартиру». И раз в месяц, общаясь с мамой по телефону, Аркадий постоянно жаловался, что им тесно вчетвером в двухкомнатной квартире. Присылал фотографии детей, зная, как мама их любит. Говорил, что у них все хорошо, но для полного счастья им не хватает большой квартиры. «Старшая дочка скоро в школу пойдет», вздыхая, сообщал он по телефону. «А даже письменный стол негде поставить. Нам бы, конечно, квартиру побольше купить, да денег нет. Зарплаты не позволяют, а взять негде». До смешного дошло, мама. Девочки даже Деду Морозу письма писали, чтобы он подарил им на Новый год квартиру. Где-нибудь у метро ВДНХ. Такие смешные. Постоянно о тебе вспоминают. Чуть ли не каждый день спрашивают, как там бабушка, все ли у нее в порядке. Но ничего, мама, ты за нас не волнуйся, мы справимся. В крайнем случае, дочка будет заниматься на кухне. Правильно? Ничего. Мы справимся. Аркадий точно знал, что делал. Он был уверен, что мама их пожалеет. Она найдет выход из положения, думал Аркадий, и решит мой квартирный вопрос. А чтобы ей легче было искать, я подскажу ей один вариант. Конечно, продолжал он, можно было бы, например, продать свою дачу в Комарово и с помощью этих денег купить четырехкомнатную квартиру в Москве. Например, у метро «Ботанический сад». Я сверялся с ценами. То на то и выходит. Тогда всем бы места хватило, и было бы куда стол письменный поставить для старшей дочки, потому что у нее тогда была бы своя комната, и у младшей тоже своя комната была бы. Но я не хочу тебя заставлять это делать, мама. Нет, только не я и только не это. Я ведь знаю, как ты любишь свою дачу. И вот теперь, приехав из Питера в Москву, Нина Павловна узнала, как оно все есть на самом деле. «Понятно», — сказала она. «А девочки где?» «В садике». «А ты где работаешь?» «Я на удаленке». «А соседи кто?» «Соседка, хорошая женщина. Даже была не против, что у нас кошка и собака. Тоже недавно с мужем рассталась. Она сейчас на работе». «Хорошая, говоришь?» Нина Павловна усмехнулась. «Ну-ну. Ладно, пойду я». Нина Павловна вышла из квартиры. «Фух, вроде обошлось», — с облегчением сказала Лида, закрывая дверь. Я боялась, что она кричать начнет. Прошло 2 месяца. «Что-то я давно маме не звонил», — подумал Аркадий. «Надо напомнить ей о своем трудном положении». «Мама, привет! Ты как? У тебя все в порядке? Рад за тебя. Говорю, рад, что у тебя все хорошо. Как у нас? А что у нас? У нас все по-прежнему. Ютимся вчетвером в двушке. Хорошо, что ты спросила. Я тут одну вещь придумал. А что, если нам действительно взять и продать эту твою дачу, как ты предлагала? Помнишь? А?»
Что значит нет дачи? Мама, как нет? Не пугай меня. Она сгорела? Нет? Слава Богу. А что тогда? Уже продала ее? А деньги? Потратила? Я не понял, а на что ты их потратила? Купила четырехкомнатную квартиру? Кому? Детям? Каким еще детям, мама? Моим? А разве так можно? Они ведь еще маленькие. Можно? А зачем ты это сделала, мама? А почему со мной не посоветовалась? Да, я просил. Да, я говорил, что девчонкам нужны свои комнаты. Я помню. Но ты могла бы посоветоваться и купить квартиру мне, а не моим детям. Не посоветовалась, потому что меня дома не было, когда ты приезжала. А когда ты приезжала? Понятно. А квартиру где купила? Метро Алексеевская? Подожди, мама, что-то у меня в глазах. Вроде как потемнело. Нет, нет, все в порядке. Уже все хорошо. Это я от чувств. Мама, спасибо тебе большое. Уже на следующий день Аркадий пришел к Лиде в новую квартиру. Минут 20 он молча ходил по квартире, внимательно осматривая ее. «Это все могло быть моим», — думал он, — «и только моим, если бы не коварство Лидии. И как это ей удалось втереться в доверие к моей маме? В любом случае, еще не все потеряно. Я снова на ней женюсь, а затем сделаю все, чтобы духу ее в моей квартире не было. У нее есть своя комната, вот пусть там и живет». «Теперь, Лида, — серьезно сказал Аркадий, когда закончил осмотр квартиры, — после всего, что случилось, мы можем снова быть вместе. Я вижу, что моя мама тебя простила, иначе она не купила бы нам эту квартиру. Твоя мама купила эту квартиру не нам. Как не нам? А кому? Нашим девочкам. Это одно и то же. И после всего случившегося ты обязана стать моей женой». «Обязана?» Аркадий строго посмотрел на Лиду. «Ты, наверное, не поняла», — произнес он. «Я не спрашиваю твоего согласия. Просто ставлю тебя перед фактом. Послезавтра встречаемся у нашего ЗАГСа в 10:00 у фонарного столба, помнишь, который у входа справа?» «Помню, конечно. Такое не забывается никогда. И очень тебя прошу, Лида, не опаздывай. Ты же знаешь, я этого не люблю». «Не опоздаю», — ответила Лида. Конечно же, послезавтра Лида никуда не пришла. Аркадий был в гневе. Позвонил ей. Лида сказала, что забыла. Перенесли подачу заявления на следующий день. Но и на следующий день Лида тоже не пришла. «Как же так, Лида?» — кричал в телефон Аркадий. «Почему опять?» «Ну, извини», — ответила Лида, и в этот раз забыла. Подачу заявления снова пришлось перенести, но уже на следующую неделю. И снова Лида обманула ожидания Аркадия. И в назначенное время у фонарного столба справа от входа не появилась. Но Аркадий не сдавался. Прошло уже полгода, а Аркадий все еще во что-то верил и на что-то надеялся. Вот почему по-прежнему назначались все новые и новые даты, и по-прежнему они успешно переносились на другие дни. И каждый раз в назначенный день Аркадий приходил на место встречи вовремя. Сотрудники ЗАГСа смотрели на него с восхищением. «Вот что значит настоящая-то любовь», — говорили они друг другу. «Он здесь и в дождь, и в снег. Помните, ураган в Москве был? Деревья с корнями вырывало из земли. Даже в этот день он здесь стоял. А давайте, когда он не сможет сюда приходить, мы ему памятник здесь поставим, а? Как символ настоящей мужской стойкости».